Всем привет! Добро пожаловать на канал. Я продолжаю шить свой тренч. Это уже третья часть видео. Две предыдущие, первую и вторую. Ссылки на эти видео я оставлю внизу в описании под этим видео. Значит, тренч я шью по выкройке с сайта Wikisuse, тренч Abigail. Ссылку на выкройку также оставлю под видео. Значит, я уже пришиваю подклад к подборту и также к обтачке. Я сначала полностью все приколола по краю приколола, совместила по отметкам, приколола булавками и затем все приметала. Значит, вот так все у меня тут уже приметано, и теперь я буду притачивать подборт к подкладу на швейной машине. Теперь я буду пришивать воротник, и мне необходимо его сначала подготовить. Я беру две детали воротника, верхний и нижний воротник. Здесь у меня он уже продублированный. И теперь складываю верхний и нижний лицом к лицу. Скалываю по срезам булавками, скалываю здесь по краям и также сверху по верхнему срезу. Скалываю булавками и стачиваю на швейной машине. Воротник у меня уже готов. Я сшила две детали воротника, верхнюю и нижнюю. Также проложила отделочную строчку и сшила здесь по нижнему срезу. Теперь буду пришивать стойку воротника. У меня две детали. Вкладываю воротник, получается, между двумя деталями. Детали также лицом к лицу. Прикалываю сюда к воротнику. Вот так. Совмещаю отметки, прикалываю воротник, прикалываю стойку. Затем сметаю все и буду стачивать на швейной машине.
Воротник у меня готов. Стойку я тоже уже пришила. Также здесь сметала стойку по нижнему срезу. И теперь я буду пришивать воротник к срезу горловины, к самому тренчу. Для того, чтобы здесь уголок получился вот таким красивым, а не выглядывала стойка, нужно как можно ближе прошить, вот с изнаночной стороны прошить, получается, стойку, вот этот боковой срез как можно ближе сюда, чтобы здесь получился такой аккуратный уголок, чтобы он так не торчал. Я уже приколола воротник к верхнему срезу горловины, совместила отметки вот так нижним воротником, получается, сюда вниз к тренчу, к лицевой стороне. И теперь буду сметаю сначала и затем буду притачивать на швейной машине. Теперь буду соединять подкладку вместе с тренчем. Сначала здесь вот по верху, по горловине, по срезу горловины буду прикалывать подклад к тренчу. Тренч у меня получается на лицо, вот здесь на лицевую сторону, и подкладка тоже на лицо. Получается, соединяю лицом к лицу по верхнему срезу тут и затем дальше сюда на подборд. И скалываю также тут подборд, совмещаю отметки. И тут вдоль подборда полностью скалываю булавками с одной и с другой стороны. Точно так же тут. И сюда. Скалываю сначала булавками, затем все это приметаю и буду пришивать на швейной машине. Я уже пришила подклад, также приутюжила подборд. И теперь буду пришивать подклад сюда к нижнему срезу на рукаве. Так расправляю, в общем, подклад тут внутри. Прикалываю булавками, выверну и буду притачивать на швейной машине.
Я уже начала подшивать низ тренча. Значит, сначала вот здесь приутюжила наизнанку вот этот подгиб. Приутюжила, приколола булавками и затем проложила строчку, вот так отделочную, на расстоянии 2,5 сантиметра тут от сгиба. Вот так у меня получилось. Нужно хорошо приутюжить, приколоть и тогда уже подшивать. Теперь мне необходимо пришить вот эту подкладку сюда вниз, к вот этому припуску. Поэтому выворачиваю теперь тренч на изнаночную сторону. Нужно вывернуть вот так наизнанку. И теперь совмещаю вот тут вдоль всего нижнего, получается, среза. Совмещаю припуск, вот этот, который тут у меня, и с припуском на подкладе. Ну, вернее, с нижним срезом на подкладе. И здесь совмещаю с вот этим срезом на тренче, с вот этим припуском. Прикалываю булавками. Также нужно тут совместить отметки, середину с серединой. Тут деталь, получается, шов на тренче, и тут шов на подкладе тоже, тут где пришиты детали полочек. Вот это все скалываю булавками. И сначала сметаю, и затем буду стачивать на швейной машине. Также нужно оставить небольшое отверстие, чтобы потом вывернуть на лицевую сторону. Поэтому скалываю булавками. Сначала нужно сколоть по отметкам, также по швам, и затем уже полностью сколоть вдоль всего среза. Значит, я уже зашила здесь отверстие, через которое выворачивала тренч, зашила и приутюжила вот тут внизу складку на подкладе. Также приутюжила, получается, складку на рукавах тут внутри. Вот так вот. Здесь пришито. И сделала тоже отстрочку тут на рукавах, вот на расстоянии 2,5 сантиметра от края. И тут внизу. А также нужно было тут немножко отступить для отстрочки. Затем также сделала отстрочку здесь вдоль полностью всего борта. Вот так на ширину лапки. Желательно, конечно, лучше, в общем, сколоть, чтобы ткань не смещалась, и аккуратно, ровно шла строчка вдоль всего борта. Получается, начала вот здесь внизу и вдоль борта, затем вот тут уголок, получается, сделала, перешла сюда на стойку воротника, и здесь также вот строчила, получается, по воротнику, делала отстрочку. Я поменяла иглу на более толстую, ну, потолще, чтобы было здесь удобнее тоже строчить, так как тут ткань такая более плотная, также здесь, где под борт. Поэтому я решила поменять иглу, чтобы было удобнее и лучше строчить. Вдоль воротника, получается, здесь. Затем опять просто отсюда со стойки перешла сюда на подборд.
и вниз до самого конца. Получается одной строчкой полностью полностью по всему краю. Затем, значит, сделала петли, но еще их не разрезала петли, и начала вот пришивать пуговицы. Пришила только сейчас вот здесь по одной стороне, и нужно будет пришить еще также по другой стороне. По левой пришила только на правую, сделала петли. Надо будет пришить сюда еще пуговицы. Я уже вчера одевала тренч, он был без пуговиц, очень мне хотелось его одеть. Вот, классно смотрится, я очень довольна, что я его сшила. Хочу еще переделать сзади здесь пату на спинке, тоже ее здесь нет. А мне не нравится, как получились уголки. Хочется, чтобы все было аккуратно и красиво, поэтому также я переделала здесь на поясе. Они были немножко так кривые, я переделала, в общем, распустила пояс, сделала по-другому, немного срезала, заново прострочила и, в общем, сделала, получилось аккуратней. И также хочу переделать, здесь у меня вот она пата лежит, я ее еще не доделала, доделаю, и также пришью пуговицы. В общем, вот так у меня получилось уже. Я сейчас примерю, еще покажу, как смотрится. Пришью пуговицы, в общем, отутюжу еще раз тренч, зашью также отверстие. Здесь у меня внутри еще оно не зашито. Доведу, в общем, все до ума и сниму видео, запишу видео, в общем, покажу полностью, сделаю обзор и также расскажу о пошиве. В общем, от начала до конца расскажу о нюансах, которые были, а также что я пробовала переделать. Из-за этого чуть дольше, в общем, я его шила. В общем, все расскажу подробней. И сейчас примерю, покажу, как смотрится тренч. Ну вот без пуговиц пока. Одела я тренч, под низ одела худи. Худи довольно-таки объемная тоже, и, как видите, хорошо сидит тоже на рукавах здесь, потому что на рукавах худи тоже широкая, но удобно. Довольно-таки широкий тоже получается тренч, объемный такой. Вот такая длина. У меня рост 1,58 м, и получается вот такая у меня длина. Я думала сначала будет длинный, но как раз хорошая длина мне нравится. И здесь еще тоже пришью пуговицы. Сейчас застегну и покажу, как смотрится в застегнутом виде. Рукава тоже я немножко сделала короче. Мне так нравится больше. Не люблю, когда длинные рукава. Застегнула я пояс. Пуговицу, конечно, можно чуть-чуть перешить, потому что я, когда мерила, как мне пришить пуговицу на поясе, тренч одевала на футболку. Сейчас вот я одела на худи. Худи такое тоже широкое, поэтому можно, конечно, перешить чуть-чуть пуговицу, чтобы не было так прям сильно вот пояс натянутый. Если тем более под низ что-то одевать, то лучше перешить, конечно, пуговицу. Я ее немножко все-таки перешью. Я распришила была вообще свободно. И вот так вот сильно уже затянула тут. Но я ее перешью, в общем. Вот так вот смотрится в застегнутом виде. Где тут у меня карман. Сзади. В общем, доделаю все до конца. Пришью пуговицы. Пришью еще пату на спинке. И обязательно сделаю обзор. Все покажу, расскажу. И также расскажу о пошиве еще вкратце. Мне нравится, как получилось. И я вчера уже даже вышла и прогулялась. В общем, классно смотрится. Красивая, стильная вещь. Вот, на этом, в принципе, все. Пишите вопросы, если они у вас есть. Ставьте палец вверх, если это видео было вам полезным. На этом все. Всем пока.